И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Влад, и, ребята, сегодня у нас обзор новогоднего домика в игре Simple Sandbox 2. Данный домик строил я сам, именно данный обзор я выложу 31 декабря, прям перед Новым годом. Конечно, сейчас я снимаю 29 декабря, но все же, как я уже и сказал, выложу 31 декабря. Обязательно досмотрите данный видеоролик до конца, ведь в конце вас ждет кое-что интересное. Вот, ну, в общем-то, давайте приступим к самому обзору. Первым, что мы можем увидеть, это вот такую вот парковочку на два места, так сказать, на два машинных места. И с одной стороны парковки мы можем увидеть вот такие вот кустики со снегом. А также можем увидеть здесь вот такие вот дорожки, вдоль которых поставлены фейерверки. Также почтовый ящик. Снежная крепость из больших комов. Дорога вся белая в снегу. И по бокам которой также можем увидеть кустики с белой листвой. Да, они декоративные, но на них упал снег. То есть сейчас они такие беленькие. Полубелые, полузеленые. Давайте я вам покажу обзор гаража. Значит, в гараже мы можем увидеть много всего интересного. Конечно же, это машина. С вот этой стороны мы можем увидеть, значит, щиток электрический, поднос с какими-то предметами, ящик, доска, на которой висит календарь и какие-то бумажки, то есть листы, правильнее сказать. Лестница есть. Можно рассмотреть рабочее место, рядом с которым стоит у нас вот такой вот стул на колесах, корзина мусорная. На столе у нас, значит, стоит кружка с чаем, светильник, ну или же лампа, ее правильно можно назвать так. И вот такая вот дрель лежит. Вдоль этой стены у нас стоит вот такой вот стеллажик. На нем, значит, лежит огнетушитель в случае пожара, аптечка, если вдруг, не дай бог, что случится. Значит, швабра вот такая, разные книги записные, ну и вот такой вот вентилятор, рядом с которым стоит коробочка. Вдоль этой стены можно увидеть вот такой вот кулер, тумбочку, на которой стоят стаканчики. Не знаю, что это, конечно, за штука, но знаю, для чего она нужна. То есть на ней в основном перевозят тяжелые грузы. Да, не знаю, как называется. Если знаете, напишите, конечно, в комментариях. Будет интересно почитать. Также колеса здесь лежат. Ну и вот такой вот аппарат, благодаря которому можно открутить колеса. На потолке висит лампочка с вентилятором. Ну а здесь установлена тоже такая длинная лампа. В принципе, все. Гараж я показал. Давайте пройдем уже внутрь дома. По пути мы можем встретить вот такой вот пряник с конфетой и вот этого вот снеговика. Давайте откроем дверь и пройдем в коридор. Здесь на самом деле в коридоре очень-очень много всего. Давайте начнем, пожалуй, с вот этой части. Здесь мы видим вот такой вот стул, на который можно сесть и снять обувь. Также стеллаж, на котором также стоят разные сапожки, коробочки для них. С этой же стороны можно увидеть, значит, зеркало, шкаф, такие вот тумбочки. На этих тумбочках, значит, стоят телефон, картина и, конечно же, вот такое вот деревце очень маленькое с камешками. И, конечно же, на стене висит еще один календарь. Давайте перейдем вот сюда. Здесь у нас, конечно, такая вот лестничная площадка, но на вот этой стене висят, значит, 3 картины и 3 новогодних носочка. С этой стороны мы можем увидеть, опять же, еще один стеллаж, очень красивый. На нем в основном можно увидеть разные книжки, журналы, коробку можно увидеть.
Вот также часы разных видов, то есть золотые, серебряные, деньги, доллары. Ну и, конечно же, здесь стоят два цветка и вот такая вот копилка в виде поросенка. Ну и, конечно же, висит вот такое вот полотенце. Ковер также красный, довольно-таки очень красивый, придает некую атмосферу новогоднюю. И сверху висят 3 лампочки. Давайте пройдем на кухню. Данная комната тоже очень хорошо проработана. Конечно же, с этой стороны стоит у нас, значит, поднос с двумя тарелками и с двумя видами рыб, которые пойдут на новогодний стол, который вон там вот находится. Но чуть-чуть попозже к нему подойдем. Также сиденье для маленьких детей. Конечно же, новогодний носочек еще здесь висит. Настенные часы, полка, на которой стоит телевизор, стол со стульями. На данном столе 2 тарелки, ананас и арбуз. Как странно бы ни казалось, но зимой арбуз достали. Здесь у нас барная стойка, на которой записная книжка кулинарная. Стоит цветок, фруктовая корзина. Ну, проще говоря, тарелка с фруктами. Кружка с кофе и кофемашина. Над барной стойкой висят 4 светильника. С этой стороны есть окно и, конечно же, шторы. Вдоль этой стены, конечно, все очень интересно выглядит. Конечно же, это кухонная плита, холодильник, вытяжка кухонная, полки разные, значит, микроволновка, висит меню, разделочная доска, колбаса, висит полотенце здесь, конечно же, раковина, полотенца кухонные такие. Ну и, конечно, разные установки, которые разливают соки и разные напитки. И мусорная корзина. Давайте пройдем в кладовку. Кладовка может кому-то показаться интересной, кому-то нет, но старался я ее проработать очень интересно. Конечно же, здесь можно увидеть 2 стеллажика, на одном из которых лежит аптечка, огнетушитель, подносы и вот такие вот стаканчики. На другом же можно увидеть предупреждающий знак о том, что пол скользкий, коробку, пакет. Давайте закроем дверь. Конечно же, ананас и еще один арбуз. С вот этой стороны можно увидеть швабру, ведро и еще одну швабру. И также на стене установлен вот такой вот светильник. Давайте пройдем дальше, в самую, наверное, интересную комнату. Конечно же, это у нас зал, где стоит большая новогодняя наряженная елочка. Под ней стоят подарочки. Рядом также установлено окно со шторами. Ну и, конечно же, в зале есть большой новогодний стол, где стоят еще пока что не все блюда, но уже что-то стоит. Конечно же, еще один ананас с еще одним арбузом. Рыба. Судя по всему, красная, да. Красная рыба. Курочка. Куриные ножки. Значит, пирожное. Кружки с чаем. И тарелка с фруктами. Здесь стоит стеллажик, где можно увидеть книжки, разные ожерелья, конфету, открытую коробку и записной планшет. Вокруг стола стоит кресло и один угловой диван. А в углу дивана лежат 2 подушки. Конечно же, тумбочка для телевизора, на которой стоит вентилятор, картина, цыпленок, цветок. Большой телевизор, чтобы смотреть фильмы, свеча,
кассета, игровая приставка с игровыми джойстиками. Кулер, чтобы попить водички. Висит картина и настенные часы. Внизу на полочках тумбочки лежат разные записные книжки. Ну и, конечно же, стоит вот такая вот коробка. Зайдем в ванную комнату. Здесь можно увидеть раковину, полотенце черное, зеркало, шкафчики, конечно же, наполненную ванную, шторки, 2 стиральные машины, и здесь висят штаны, а также установлена лампочка над дверным проемом. Давайте закроем дверь и пройдем в туалет. Здесь стоит небольшой столик, конечно же, сам унитаз, ведро, ёршик и туалетная бумага. Также на стене висит картина и лампочка над дверным проемом. Все, закрываем дверь и пойдемте в следующую комнату. Снова, конечно же, открываем дверь, и это у нас вторая кладовка. Значит, на первом стеллаже у нас лежит огнетушитель, спасательный круг, коробка стоит, аптечка и даже микроскоп. Штука, чтобы таскать тяжелый груз, стеллаж, на котором стоит одна коробка с книжками, открытая пустая коробка, фейерверк, туалетные бумаги, еще один фейерверк и, конечно же, вилы. На потолке установлена лампочка простая. Давайте опять закроем дверь и уже пойдем на второй этаж. В коридоре второго этажа, в принципе, ничего нету интересного, но на полу лежит белый ковер. Кроме того, здесь есть 2 стульчика, чемоданчик возле одного стула, столик, на котором журналы, также тюльпан стоит и кружка с кофе. На потолке установлены 2 лампочки с вентилятором, и возле окна стоят растения, 2 дерева и жалюзи. Давайте зайдем в самую, наверное, очень красивую комнату. Это у нас спальная комната. То есть она сделана, в принципе, очень-очень-очень интересно, повторюсь еще раз. Но давайте не будем медлить, я вам сразу начну все показывать. Конечно же, здесь есть шкафчики. На шкафчиках лежат 2 подушки и висит одно черное полотенце. Также есть кровать. Возле подушки сидит такой вот кролик. Значит, возле кровати у нас стоит гитара и, значит, открытая коробка из-под обуви. Над кроватью полка с разным видом одежды. И, конечно же, на этой полке стоит камера, чтобы снимать видеоролики. На этой стене висят разные красивые картины и, конечно же, новогодний носочек. С этой стороны мы можем увидеть рабочее место с монитором, клавиатурой, мышкой компьютерной, лампой, значит, такой вот корзинкой с листами, кружку с кофе, леденец в виде трости, принтер и компьютерный блок. Окно с шторами, настенные часы висят на стене. Такая вот тумбочка, на которой стоит телевизор и игровая приставка с джойстиками и кассетой. Можно увидеть также чемоданчик такой черненький. Ну и здесь у нас есть вот такой вот стеллажик. Правда, пустой. Здесь можно только увидеть разные книжки, тетрадки записные, журналы и обычный калькулятор. В принципе, все. Ну и на потолке висит лампочка с вентилятором. В принципе, все. Давайте пройдем в самую последнюю комнату, которая у нас остается в данном видеоролике. Ну что ж, давайте пройдем. И первым, что здесь можно увидеть, это вот такой вот кулер. Очень довольно-таки
интересная штука, ведь, в принципе, можно посреди ночи проснуться, встать, попить воды и все, лечь опять спать. То есть не нужно будет идти на первый этаж, на кухню, чтобы налить, попить воды. Есть фортепиано здесь, электрогитара, растения с деревом таким, окно с жалюзи, рабочее место с ноутбуком и компьютерным блоком. Он, как бы, так сказать, запасной, если вдруг придется сюда купить монитор. Компьютерная мышка, пирожное со стаканчиком, какие-то листовки, вывеска с календарем и 2 листами, кресло на колесиках, опять же стеллажик вот такой вот, на котором стоит телевизор, тюльпан и картина. На полках лежат, значит, 2 колонки, аптечка и какие-то разные книжки. На стене висят настенные часы. Ну и, конечно же, есть вот такой вот чемоданчик, двухспальная кровать. На стене висят 3 картины и 1 новогодний носочек. И на вот этой стене висит такой вот пряник с конфетой. На потолке установлена лампочка с вентилятором. Ну и, в принципе, данный обзор подходит к концу, но это еще не все. Конечно же, данный видеоролик я выкладываю не просто так 31 декабря, а именно для того, чтобы всех вас поздравить с новым 2024 годом. Я желаю вам всего самого наилучшего в новом году и надеюсь, что вы дальше со мной будете оставаться, дальше будете смотреть мои видеоролики. Также я бы хотел бы и себе пожелать много чего самого наилучшего, но это же, конечно же, в первую очередь как можно больше подписчиков на ютубе. А именно, больше всего бы хотелось бы набрать 1000 подписчиков, ведь к этому я иду еще примерно с 2021 года. И надеюсь, уже ближе к лету, может быть, у меня и получится. Вот. Ну а так, я с вами прощаюсь. Всем до скорой встречи. Увидимся в новом году. Всем пока-пока.